Пока власти тщательно пытаются обвинить белорусов в подготовке терактов и различных провокаций, Служба безопасности Украины сообщила сегодня о раскрытии настоящего преступника. И служит он не абы кому, а самому нелегитимному. По информации СБУ, агент белорусского КГБ вел на территории Украины шпионскую деятельность. Отмечается, что кроме получения разведывательной информации от агента требовалось наладить каналы переправки оружия и товаров двойного назначения через государственную границу. Полученные контрразведкой СБУ данные свидетельствуют о том, что эта деятельность, среди прочего, имела целью организацию провокаций и создание информационных поводов для обвинения Украины в якобы поставках оружия для дестабилизации внутриполитической ситуации в Республике Беларусь. В аэропорту Конго задержали почетного консула Зимбабве в Беларуси Александра Зингмана. Задержанный имеет дипломатический паспорт и управляет компанией «Автрейд», которая занимается поставками сельскохозяйственной продукции в африканскую страну. По данным местных СМИ, бизнесмен торговал не только белорусским агропромом, но и оружием. Однако официальные причины задержания пока не озвучиваются. Белорусская сторона сообщает, что обстоятельства случившегося пока выясняются. Отметим, что по данным посольства Беларуси в ЮАР, торговые отношения нашей страны с Зимбабве начались еще в 1992 году. В прошлом году товарооборот между двумя странами составил около 12 миллионов долларов, причем большая часть этой суммы пришлась на экспорт. Мы живем в стране, где для того, чтобы стать политзаключенным, даже не нужно быть политически активным. Достаточно просто пройтись по улице своего города и попасть в поле зрения силовиков. Именно такая ситуация произошла в Минске с мужчиной с инвалидностью Евгением Кургановым. 30 августа мужчина с маленьким сыном и супругой прогуливался по городу в сторону парка Горького. Идти пришлось пешком, так как из-за акций протеста метро в центре не работало. Дойдя до Дворца независимости, Евгений сфотографировался на фоне системы «Рубеж», которую выставили для обороны обители нелегитимного. По словам мужчины, ему просто было любопытно посмотреть, что происходит в его городе. Но силовики расценили его действия иначе и выкатили обвинения в организации массовых беспорядков и перекрытии проезжей части. К слову, на момент, когда Евгений оказался у рубежа, дорога уже была перекрыта. Однако совокупность всех этих фактов, выдающих обвиняемым обычного зеваку, не помешала судье заводского района Олегу Калиде назначить инвалиду 2 года лишения свободы в колонии общего режима. В Гродно была задержана глава Союза поляков Беларуси Анжелика Борис. По какой причине ее арестовали, пока неизвестно. Однако несложно догадаться, что, скорее всего, речь идет об уголовном деле по факту героизации военных преступников. Напомню, что днями ранее по данному делу были задержаны директор, а также соучредитель польской школы в Бресте. Все они проходят по уголовному делу за празднование Дня памяти отверженных солдат, которые в 40-х вели подпольную борьбу с коммунистами и советами. Прокуратура Беларуси подала также в суд иск о ликвидации польской школы, так как она якобы занимается разжиганием расовой ненависти в стране. В свою очередь МИД Польши призвал белорусские власти как можно скорее прекратить преследование представителей польского меньшинства. И вновь к теме политзаключенных. В Беларуси оказаться в таком статусе можно даже посмертно. Именно такой случай произошел на днях в Гродненской частной галерее «Центр городской жизни». Силовики нагрянули туда, чтобы задержать портрет героя белорусского сопротивления сталинских времен Авгена Жихаря, который демонстрировался на выставке художника Олеся Пушкина. В настоящее время прокуратура проводит проверку по факту размещения на выставке изображения участника антисоветского подполья на фоне БЧБ флага. По ее итогам может быть возбуждено уголовное дело. А тем временем провластные СМИ уже разразились потоком гневных тирад о пособниках предателей и негодяев, по которым тюрьма плачет. Удивительно, что пока не требуют расстрелять автора картины. Это было бы очень в духе Сталина. К слову, поводом к вторжению силовиков в галерею и ее закрытию стали доносы неких неравнодушных граждан, которые усмотрели происходящим настоящую антисоветчину. Пропагандисты в своих статьях описали вульгарных стукачей как настоящих патриотов. Что ж, какая власть, такие патриоты. Мы не намерены подчиняться данному внутренним войскам приказу президента Лукашенко о подавлении народного восстания. Мы останемся верны клятве защищать Беларусь и ее народ. С таких слов начинается обращение внутренних войск Гомельской, Витебской и Могилевской областей, которые киберпартизаны нашли во взломанном почтовом ящике главы пресс-службы МВД Ольги Чемонадовой. По мнению честных служащих и истинных патриотов своей страны, использование оружия против своих сограждан неприемлемо. В случае, если нелегитимный потребует, чтобы военные стреляли в мирных белорусов, они готовы в полном составе выйти из рядов внутренних войск. Более того, служащие подчеркнули, что срок Лукашенко как президента уже давно истек. Огромное уважение истинным офицерам.
На благотворительном аукционе, посвященном 103-летию создания БНР, выставлены знаковые и редкие лоты. Теперь каждый коллекционер и просто любитель белорусской истории имеет возможность не только завладеть прекрасными творениями времен независимого белорусского государства, но и помочь репрессированным деятелям культуры, так как все вырученные средства от аукциона будут перечислены в Фонд культурной солидарности. Первый лот – это марки, эскизы которых сделал отец нынешнего председателя Совета БНР Ивон Кисурвилы Владимир Шиманец, который, кстати, в те времена занимал пост министра финансов. Вторым уникальным творением является гравюра авторства Ивон Кисурвилы «Руины замка в Вильнюсе», выполненная методом шелкографии в 1966 году в Мадриде. А для любителей литературы представляется возможность купить уникальную двухтомную книгу «Архив БНР», которую невозможно найти ни в одном книжном магазине. Вышла она в 1998 году и содержит документы, в которых можно увидеть историю создания независимого белорусского государства. Ссылку для участия в аукционе мы оставим в описании к этому видео. И на этом я прощаюсь с вами. До встречи завтра в 19:30 в прямом эфире, где мы вместе с моим коллегой Дмитрием Семеновым покажем вам, как гуляет Беларусь, а также подведем итоги проделанной работы этой зимой нашими оппозиционными лидерами. Берегите себя и живи Беларусь!